обратились к одной из лучших русских опер, которая всегда украшала репертуар великих российских театров. Наверное, можно сказать, в Мариинском театре у нас совершенно особая судьба. Мы не раз обращались и 10, и 20 лет назад, и даже в конце 90-х. Мы всегда хотели для каждого поколения певцов найти уникальную возможность познакомиться с невероятно благодарным материалом и вообще с невероятной оперой. Мне кажется, у Островского это тоже не совсем детская сказка, потому что здесь затронуты очень глубокие взаимоотношения между людьми. Купава, Мизгирь, Снегурочка, даже несмотря на то, что она изначально много не понимает, но много чувствует. Да. Это очень, мне кажется, такая запутанная, сложная история. Совсем не детская. Изначально Снегурочка, она холодная, она все равно с удивлением смотрит на все, потому что первый раз все видит, для нее все вновь, поэтому она где-то и грустит, и где-то чувствует, что ей больно, хотя не понимает почему. И очень важно было постараться сохранить вот эту вот такую вот неопределенность, да, что происходит вокруг, до момента, как она попросила у матери весны любви. И вот когда уже в нее попадает эта любовь, и она становится женщиной, становится живой, горячей, да, вот хорошо бы вот этот был контраст сделать. Не знаю, получилось у меня или нет, надеюсь, что да. Постановка, наверное, в чем-то даже поражает воображение, потому что на десятки метров вглубь и в высоту широко, и очень много неожиданных совершенно решений со стороны художника, и художественного Пикассо, и режиссура Анны Матиссон. Все вместе, мне кажется, создает довольно масштабную картину. Оркестр всегда владел, мне кажется, партитурами Римского-Корсакова на весьма высоком уровне. Сегодня молодежи много в оркестре. Очень много было сегодня хорошего звучания оркестра и хора. За минимум времени убрать максимум снега. Бежим отсюда. Пока никто не... Это не мы. Мы решили таким образом услышать Римского-Корсакова через 1,5 столетия и услышать его в том числе предостережениях всем, кто забывает о том, что есть высшая ценность, человеческая жизнь. Римский-Корсаков, на самом деле, да, он такой коварный довольно композитор, но очень интересный. Он пишет очень сложно музыку свою, правда, очень сложно. Очень много полутонов, очень много различных мелодичных отступлений, но ее безумно приятно петь, и чувствуешь себя, конечно, в этой музыке, вся душа вот прямо раскрывается.